Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим сегодня, что происходит в его жизни прямо сейчас. Так что проговорите имя мужчины, ну или ждите сигнификацию, да, чтобы сигнификация рассказала, что именно за человек сегодня будет с вами разговаривать, да, через карты. Ну, такое тоже бывает, что загадываешь одного, приходит другой. Итак, мужчина. Проиграл счастье свое. Думал, что все легко в его жизни будет. И было, и было. И очень много что могло исправиться, но он ушел по другой дороге. Он тяжесть хотел выкинуть из своей жизни, а наоборот, выкинул радость, а тяжесть на себя взял. Такие вот карты. Вы были с ним вместе, но сейчас либо у вас тяжелые отношения, вот этой вот десятки жезлов, либо вы не вместе, потому что были тяжелые отношения. Вот такой вот человек. Он хочет любви, хочет что-то начать с нуля. Плохо ему сейчас. Очень, кстати, плохо по десятке мечей. Новые дороги себе открывает, правосудие дожидается, бумаги какие-то будет подписывать скоро. И ждите встречи. Ждите встречи. С какой-то бумагой к вам придет. Что-то будет показывать. О чем-то будет спрашивать. Да, либо захочет, но, может быть, не получится у него с вами встретиться. Если уж давно, да, вы не вместе, допустим, что-то захочет показать, что-то захочет прояснить, но, может, и не получится. Вот. Если вы недавно не вместе, то он, скорее всего, вот, ждите его. Но здесь расклад сегодня вы точно не вместе. Если у вас тяжелые отношения, а вы вместе, вы постоянно ругаетесь. Да, вы хотите каких-то исполнений, хотите силы в этих отношениях, но они все такие вот попажу маленькие, эти силы. Ну, как бы, честно, я не вижу вас вместе. Даже если вот спросила, да, если вы вместе, но в тяжелых отношениях, вы не вместе. Вы можете видеть друг друга, но вы как будто бы не вместе. Поэтому расклад больше для всех тех, кто на расстоянии. На сегодня так, потому что даже звезда говорит, как бы ты ни старался, но все, что хотелось бы, может быть, исправить, оно сейчас на расстоянии, и, возможно, даже исправление идет по звезде другим путем. Просто ты не все еще замечаешь. Так, мужчина, давай выходи. Полностью выходи, да, сюда на расклад. Еще давай расскажи, кто ты, какой ты. Кто ты, какой ты? Нулевой аркан. Ну, такой император. Я, говорит, император. Я император. У него есть сейчас... Сейчас. Ну, есть они. Десяточка все-таки вышла, как и в первый раз. Жизненные передряги какие-то испытывает. Какой он? Император. Любит, чтобы о нем заботились, но и в то же время всегда скажет, нечего сюда лезть. Я сам справлюсь. Но любит, чтобы о нем заботились. В душе ребенок, но на публику нет ни за что. Я не ребенок, я император. Человек, который, ну, он хорошо знает себе цену. Он заблуждается кое в чем. Он немножко путается по жизни. Потому что знать себе цену и перебарщивать, обесценивая других, это неправильно, а в нем это есть. Он хочет быть повелителем 4 стихий, но больше здесь идет, как он уходит от этого
и получает какой-то просто, вот знаете, как будто бы на него чан с водой вылили. Как будто бы на него реально воду вылили. И он после этого заболел. Либо психологически, по магии, потому что мысли немножко повернулись в другие стороны, как разбежались его понятия жизненные, либо он реально заболел, что-то у него болит. Говорю, как воду на него вылили. Он хочет победы. Он добивается любым путем, лишь бы вот победоносным быть человеком. Любым путем по тузу мечей. Хочу победы, хочу сверкать, хочу, чтобы меня все знали. На весь район или на весь город, или вообще, вот, чтобы его знали, узнавали. У него телефонная книга, она записана очень-очень-очень много людей. Да, есть такое. Ну, и в то же время, да, он хочет солнышко, он может дарить солнце, но ему холодно. Он в пустоте. Он реально в каких-то жизненных передрягах сейчас. Солнце и пустота, холод. Солнце и пустота, холод. Я сразу после солнца уже это увидела. Но карта подтвердила. Ну хорошо, давай разговариваем с тобой. Так, давай. Кстати, такое впечатление, что он любит, ну, деньги, понятно, любит. Любит... Сейчас. Солнце опять, да? Он любит, чтобы о нем заботились, но он эту заботу не берет, он ее распыляет. Он ее распыляет. Это как понять? Это смотрите как. Мужчина, ты не прав. Я по картам увидела его таким, смотрите, вот он действительно хочет, чтобы о нем заботились. Он будет обижаться, он будет даже хамить, скажу так, да, если вдруг что-то там не так, не понравилось ему. Он хочет, очень хочет, чтобы о нем заботились, но он не принимает по-настоящему эту заботу. Он как будто бы свысока это все, еще и откидывать может. Вот в чем его проблема, из-за которой он страдает на данный момент, из-за которой он не получает свое солнце, а получает пустоту, разорение. Так, чувства девушки, которая сейчас смотрит, давай. Чувства, мысли. Ой, чувство одиночества, как же он... Он скучает. Он скучает. Он смотрит на огонь и скучает. Либо курит часто. Если не курит, то реально смотрит на огонь. Может, заставка у него есть, вот как огонь, да, сфотографирован, заставка такая на телефоне, допустим. Либо он, не знаю, камин, просто спичку зажигает, посмотрит. Свечку, может быть, любит. Он любит смотреть на огонь. Оно его успокаивает. Он один. Даже если, давайте, да, будем смотреть, как всегда, что там с соперницей. Но если она есть, вот спросим у него, что ж там у него с ней. Потому что здесь я вижу его одиночество. Он думает о вас. Его мысли о вас. Разбросанные. Разбросанные. И по 8 жезлов очень ему хочется, чтобы... вот королева, да, что-то поменялось. Вот королева, чтобы вы стали мягче. Он считает вас острой, колкой, холодной по королеве мечей. И он хочет, чтобы что-то изменилось в вас, и вы его обняли. Серьезно, он этого хочет. И вы его обняли. Да, он сразу же прибежит, как маленький мальчик.
Чувства есть сильные к вам, но очень потерянные. По дьяволу страсть испытывает человек. Страсть к вам. Он хочет хотя бы еще одну ночь с вами провести. А потом будь что будет. Вот в его мыслях такое. Но он уверен, что если будет одна ночь, то вы останетесь вместе. Он хочет исправить многое. Но получится ли у него? Получится ли у тебя? Если вы этого захотите. Если вы этого захотите, у него получится. Если вы этого не хотите, все. Он ошибся. Он вас любит. Он реально вас любит. Так. Ну давай следующий вопрос к тебе. А что тебя волнует, что тебя тревожит на сегодняшний день? Как ты там? Да, он что-то волнует. И здесь уже больше как жизнь его. Ему хочется тепла, а испытывает только холод. Ему хочется спокойствия, праздника, а испытывает страх и шум. Шум в ушах или шум просто вокруг. Или очень много машин, где он живет, ездит. Но какой-то шум у него, постоянно около него. Он хочет спокойствия. Да, это волнует его и тревожит, раздражает. Сердечко иногда покалывает, либо просто переживает за что-то. Магия может его просто в комок сворачивать чья-то магия. Ну, либо его волнение, что он не повелитель 4 стихий. Жадный. И деньги ему нужны. Деньги ему нужны. Твоя тайна, расскажи. Вот есть ли у тебя тайна? Есть? Да. Да. И она его бесит, эта тайна. Он хочет ею поделиться. А ты поделишься, откроешь ее? Двойственно. Может да, может нет. Он хочет поделиться, но почему-то скрывает. А какая тайна? А ну, карты покажут или нет? Одиночество, тяжесть, боль, предательство. Ну, а по кубковой королеве, опять же скажу, это вы его тайна. Королева вышла. А еще одна женщина есть. Я вот по десяточке вижу еще энергию сочетания с этой картой. Еще какая-то женщина, как тайна у него есть. Почему закрываешь? Король. Фортуна. 3. Вы его любовь. Вы, он, любовь. Но вы не вместе. Отсюда идет этот груз. Десятка. Он надеется, что вы по фортуне, вы еще встретитесь. Но какая-то другая женщина по вот этой треугольник вот этот, да, тройка кубков, мешает. Вот его тайна еще одна женщина. Она мешает. Опять же скажу, вы уже, наверное, знаете, да, либо это мама, либо другая женщина реально, либо какая-то женщина из прошлого, может быть, она там магию какую-то наложила. Вот он маг здесь. И вот еще одна женщина, да, которая его злит, но которая почему-то в тайне у него в голове, вот он не хочет об этом рассказывать. Он надеется, что высшие силы почистят и уберут это все, и вернут все на свое место. Ну, такое. Тайна больше как его жизнь, его понимание. И женщины. На сегодня так. Так, чему ты радуешься? Есть у тебя радость или только переживания? Ну, с чем-то сражается, с чем-то разговаривает, куда-то действительно едет,
договаривается, говорю, документы какие-то подписать надо ему будет. Вот, и тут тоже такое, что он с кем-то вот свои вопросы, свои решения. Это его радует, потому что он в эту жизнь уходит. Но больше здесь идет как, опять же скажу, самообман у него идет. Хотя, подождите. Да, есть такое. По тузу мечей есть самообман. Он обманывает себя тем, что он самый лучший. И почему же его так не ценят в этой жизни? Раньше это было, говорит, все по-другому. Знаете, что он хочет сказать? Я что, общественный транспорт? Мне вот такое вот идет выражение от него. Я что, общественный транспорт, чтобы все для всех делать, а я весь поломанный. Ну вот как-то так. Он ревнует, он следит, есть такое. Следит, бесится, ревнует, кому-то рассказывает. Радуется он, ну, сегодняшнему дню, да, куда ему деваться. Но, скажу так, он сегодня как цветочек, как нарцисс. Вот такой сегодня. Решил себя немножко облагородить. Я нарцисс, говорит мужчина. Так, что дальше? Что у тебя в доме? Что у тебя? О, в доме у него ветер, сквозняк. У него сквозняк в доме. Он в доме со сквозняком. Или он уехал. Или он уехал. Да, он может быть сейчас не дома. Именно сейчас он не дома. Спокойно. Поэтому его еще и что-то еще тревожит. А что там дома? А как дома? А что нужно домой? Дома человек есть, либо постоянно приходит к нему, либо постоянно на связи, который немного путает его жизненный ход событий, потому что пытается подстроить под себя. У него в жизни, у мужчины, который сейчас пришел на расклад, у него была ситуация либо друг, либо отец, может, отчим у него был. И что-то вот не понравилось ему в отце, в друге, в отчиме, да, но он это немножко перенял. Поэтому ему нужно сейчас выйти из какого-то фальшивого представления, каким должен быть мужчина, и тогда у него все получится. Если эта иллюзия, эта фальшь останется в его голове как правда, он будет мучиться долго еще. Третье, что-то должно уйти. Что у тебя с соперницей? А ну расскажи. Женщины, которая, может быть, есть, да? Если нет, если вы точно знаете, все перелистываем. Вот если она есть, здесь дашь на дашь. Здесь нужны деньги. И подвешенные отношения, у них нет страсти, нет любви. Хочется солнца, хочется выйти. Она, да, кстати, она хочет любовь, но он больше как по королеве кубков, это больше как ваша здесь энергия. Он хочет солнышко, солнышко от вас идет. С той женщиной, которая с ним, подвешенные отношения. А подвешенные не могут быть с любовью к ней. Подвешенные с руки на не знаю, в каких-то оковах. Они друг друга не обнимают, они к друг другу не стремятся. Хотя женщина хочет любви от него, но не получает и понимает, что он ее не любит. Но деньги тянет. Ну и он там, не знаю, она, может быть, по кухне готовит или что-то еще. Он сам себе на уме, если она есть. И как бы да, он все равно мечтает решить этот вопрос и все-таки выйти из отношений. Ну, типа, это мое решение, я хочу так. Да. Давай еще про твои действия, планы. Такое вот расскажи немножко. Пусто, пустота, одиночество. По тузу хочу держать, говорит, какую-то удачу в своих руках. Знаете, он живет в жертве.
Он живет в игноре. Он живет в проблемах и в молчанках в каких-то ситуациях. Планы у него есть. Есть планы, есть какие-то мысли, но он хочет чего-то особенного. Он хочет чего-то особенного. Паш кубков следующий. Тут король выходит с таким пирогом, да, в руках, как замок на тарелочке. А следом идет паш кубков. Ну, могу так сказать, мужчина, под лежачий камень вода не течет. Если ничего не исправить, само по себе в руки не придет его счастье. Он так и будет блуждать в холоде и одиночестве. А ты вообще вот беспокоишься, если вот девушка, которая сейчас смотрит, она в холоде и одиночестве была из-за тебя? Может быть и так. Беспокоишься, переживаешь? Королева пентаклей, пятерка жезлов. Да, трудность есть. И король кубков. Ух ты, какой. Еще какая карта на дне колоды. Знаете, так скажу, благодаря этому мужчине, королю кубков, да, вы проработали себя. Вы возобновили свою самооценку и свое будущее. Благодаря этому мужчине. Но он это не понимает. Он считает, что он вам не делал плохо. Вы сами, если хотели бы, могли бы это все исправить. Видите, какой он нарциссик? Я ее плохо узнал, говорит мужчина, поэтому, может быть, я не так что-то делал, но она могла бы и изменить все. Я хочу любви. С ней любви хочу, говорит мужчина. Но я ранимый, она сильная. Я думал, она наивная. Я думал, она наивная. Ничего себе, мужчина. Я думал, она наивная. Это про вас. Я плохо ее узнал. Она многое что может. Его ошибка в том, что он не верил вам или в вас. Он думал, что все можно изменить, и она это сделает, я ей нужен навсегда, что бы я ни делал. Вот. Но в данной ситуации это он как бы лежачий камень, который не знает, что делать. Он как у разбитого корыта. Такое впечатление, что он сейчас... А ну, скажи. Так, рыцарь пентаклей. Вот он. Вот стою на месте. Я, говорит король, да, я стою на месте, думаю, какие дела делать, где деньги зарабатывать. Еще один король, как бы кубковый и мечевой, да. Ну, здесь я работаю, я надеюсь, и мне больше ничего не остается, как вспоминать. Вот это его слова на сегодня. Ничего не остается, как вспоминать наши отношения. А что карты вам скажут? О, двоечка. Верховной жрицы. Вы настроены начинать новое. Вы настроены брать времени больше для себя. У вас есть свобода выбора, это все бесит его. Вот такая, как вы есть, какая вы есть, его очень бесит. Но вы настроены на свое счастье. А треугольники вы не потерпите никогда. Вы никогда это не сделаете, и другой человек, который рядом, это не ваше, чтобы быть в треугольниках. Вы сможете преодолеть все, и ваша жизнь идет счастье и благополучие. Вы построите отношения либо с этим человеком реально, если вы хотите быть с ним заново, по башне, да, как отредактируете, отреставрируете, не знаю, там, почините,
свою жизнь, вот, да, но больше здесь идет, как будто бы вы действительно начинаете новое, и времени вот на все это, что было, уже у вас просто нет. Вы уже берете построение новой башни, нового дома, новой жизни своей. Карты очень сильные. Сегодня даже просто так, вот как бы расклад на мужчину, но они для вас говорят, что двери к новым изменениям, да, вот они уже открыты. Много сделала, много пыталась исправить, где-то старалась подстроиться. Ты идешь правильно, ты исправляешься. Вы вылезли из какого-то болота, а мужчине предстоит вылезать из какого-то болота, в которое он залез. В которое он залез. Ну, еще планы. Ну, планы. Победа. Ох, опять эти треугольники. Да что ж такое, мужчина? Поспать хочет, добиться чего-то хочет, победу ощутить хочет, мужчиной быть вокруг, чтобы куча людей было, да? Такое вот. И любви. Любви он хочет с вами, но гулять. Он хочет очень с вами быть. Но он пока еще на сегодня не определился, он ищет свою дорогу. Вот так. Что бы ты сказал девушке, которая сейчас смотрит? Ты сильная, ты интересная, ты нужная. Я хочу по правосудию, чтобы ты вернулась ко мне. Честно, это его мысли, это его желание. Мне тяжело без тебя. Весь расклад этой карты выходит. Весь расклад. Вот считайте, это он. Вот он в сегодняшнем раскладе. Если ты ждешь меня, я скоро буду. Я постараюсь. Давайте посмотрим, что карты скажут для вас. Вот если вы хотите, что вам делать, что вам ждать? Если вы хотите быть с ним. Выходите из каких-то иллюзий и недопонимания. У вас период идет выздоровления. Вот она. Верховная жрица опять на вас вышла. Карта обмана. Звезда. Придет время, вы поймете, что вам нужно делать. Возможно, даже сегодня, возможно, завтра, может быть, через какое-то время. Но вы поймете, что вам делать дальше, потому что вскроется какой-то обман. Тут семерка мечей, пятерка, обман, из которого вы выйдете на выздоровление. И вы примете правильное решение. Будете с ним, ну вот по звезде, да, может быть, но вы примете решение после какого-то открытия обмана. Если вам все нормально, у вас будут нормальные, сильные отношения, страсть, новые какие-то дороги, новые впечатления, такое, да, будет. Но если обман будет все ставить на свои места, вы выйдете в новые какие-то интересные события, да, новые приключения жизни. Вот так вот. Так, ну и давайте посмотрим, что карты скажут, если вы не хотите уже точно быть с этим человеком. Десятка мечей. Как скидываете с себя какой-то груз ответственности и приходите в свой дом. Двойка мечей. Выбор, и выбор вы делаете. Вы скидываете с себя груз. Что для вас карты говорят? Обрати внимание на денежный поток, который сейчас откроет перед тобой какую-то возможность. Не вкладывай свои деньги там, где не нужно, и вложи туда, где именно... Вот чего ждал? Спонтанно, чего ждал? Выбор опять как бы есть, да, но ты справишься с этим по поводу финансов. И в доме идет восстановление упущенного и какой-то ослабленной энергии. Идет восстановление. Интересный человек. Скоро
пригласит вас куда-то, что ли. Или вы куда-то пойдете, поедете и встретите его там. Вот какой-то интересный человек, мужчина. Мужчина. Это не вот этот человек, которого здесь вызывали, как говорится, да? Это интересный новый мужчина, который будет вас поддерживать во всем и всегда. Либо в работе, либо в личной жизни. Либо в личной жизни. Но вы стоите на пороге перемен. Вы стоите на хорошем пороге перемен. Вот так. Ну все на сегодня. Что там у нас на дне колоды? Любовь. А любовь — это вам по судьбе. Так что она обязательно будет. Там, где сердечко будет радоваться, там, где будет спокойно на душе, там, где будешь просто чувствовать человека даже издалека, если он там на работе или вы на работе, допустим, да, или еще где-то там в магазин вышли, и будете знать, что этот человек ваш человек. Вот это вам по судьбе. Вот это вам по судьбе. Так что счастья вам, гармонии, благополучия обязательно. Обязательно. Ну все на сегодня. Счастья вам еще раз. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, чтобы не пропускать, да, следующие вышедшие видео. И жмите, не знаю, классик нажмите, да? Нажмите классик, если не трудно. Вот сердечко, то чтобы мне тоже будет приятно, чтобы мне было приятно, мне нравится. Если хотите, конечно. И пишите комментарии. Здоровья вам, счастья. Услышимся, увидимся, на связи.